Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео-мастер-класс по вязанию сумочки шопер из обычной хлопковой пряжи. По размеру сумка получается высотой 35 сантиметров, шириной тоже 35 сантиметров и длина ручек 60 сантиметров. Материалы для вязания сумочки. Пряжа Yarnart Jeans плюс состав хлопок. В одном мотке 160 метров на 100 грамм. Нам понадобится 2 мотка. Крючок номер 3 для основного вязания и крючок номер 4 нам понадобится для набора петель. Начинаем вязание, оставляем короткий кончик нити, берем крючок номер 4, набираем 52 воздушные петли. Далее вяжем первый ряд и далее мы уже вяжем крючком номер 3. Пропускаем первые 3 петли и начиная с 4 петли вяжем столбиками с накидом 48 петель. В конце у нас должна остаться одна не провязанная петля. В оставшуюся последнюю петлю мы с вами вяжем 2 столбика с накидом в одно основание. Переходим на другую сторону и здесь напротив столбиков с противоположной стороны мы тоже вяжем столбики с накидом и при этом кончик нити прячем внутри петель. Так провязываем всего 47 петель. И в конце ряда мы вводим крючок в третью петлю в цепочке воздушных петель и закрываем этот ряд. Делаем соединительный столбик и 3 воздушные петли. Таким образом у нас по окружности получается 98 столбиков, включая цепочку. Цепочку считаем как отдельный столбик. Во втором ряду тоже вяжем 98 петель. Из них у нас одна петля это цепочка воздушных петель, 1 столбик. И провязываем по кругу еще 97 столбиков с накидом.
Опять закрываем ряд, вводим крючок в третью петлю в цепочке воздушных петель, делаем соединительный столбик и затем 3 воздушные петли для подъема следующего ряда. И вяжем еще один такой же ряд, тоже провязываем 97 столбиков с накидом и плюс цепочка из 3 воздушных петель. Итого у нас получается 98 петель. И в конце третьего ряда закрываем его и перемещаемся немного вперед на одну петлю, таким образом, чтобы у нас ровно на сгибе оказалась эта первая петля. Теперь первую петлю мы вяжем таким образом. Делаем столбик без накида и затем 2 воздушные петли. Вводим крючок в следующую петлю внизу, вяжем столбик с накидом. Итого у нас получается здесь как бы 2 столбика. Теперь одну петлю внизу пропускаем, в следующую вяжем столбик с накидом. Затем делаем 3 воздушные петли. Вводим крючок внизу в следующую петлю, вяжем 1 столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. В следующую петлю внизу вяжем столбик с накидом. И это у нас первый раппорт узора. Раппорт состоит из 7 петель. Далее мы просто повторяем раппорты узора. Внизу одну петлю пропускаем, в следующие 2 петли вяжем столбики с накидом 1 и 2. Теперь внизу одну петлю пропускаем, в следующую столбик с накидом. 3 воздушные петли, в следующую столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую столбик с накидом. И это у нас второй раппорт узора. И далее продолжаем вязать точно так же. Внизу одну петлю пропускаем, в следующую столбик с накидом и в следующую еще один столбик с накидом. Внизу одну пропускаем, в следующую столбик с накидом. 3 воздушные петли, в следующую столбик без накида. 3 воздушные петли, в следующую столбик с накидом. Итак, мы связали 3 раппорта узора, продолжаем. Внизу одну петлю пропускаем, в следующие 2 петли вяжем столбики с накидом 1, 2. Далее мы можем с вами продолжить уже самостоятельно. Раппорт узора нам понятен. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Всего должно получиться 14 раппортов узора. 7 с одной стороны и 7 с другой стороны сумки. Итак, мы с вами закончили. Обратите внимание, здесь у нас после последней петельки в раппорте остается одна свободная петля. И теперь мы закрываем ряд. Вводим крючок во вторую петлю воздушную в начальном столбике, заводим петельку на изнаночную сторону и теперь вяжем столбик без накида и 2 воздушные петли. С этих петель мы будем начинать каждый ряд. Затем в следующую петлю провязываем столбик
с накидом. Вяжем второй ряд раппорта узора. Делаем 2 воздушные петли. Теперь давайте посмотрим, вот здесь у нас образовалась арка. В арку вводим крючок, делаем столбик без накида. Затем 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 2 воздушные петли. И теперь точно так же, как в предыдущем ряду, над столбиками с накидом двумя мы вяжем тоже 2 столбика с накидом. 1 и 2. Эти элементы у нас будут постоянными. Повторяем 2 воздушные петли, первую арку столбик без накида, 3 воздушные петли, во вторую арку столбик без накида, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом над столбиками из предыдущего ряда. Далее повторяем 2 воздушные петли, столбик без накида в первую арку, 3 воздушные петли, столбик без накида во вторую арку, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом над столбиками из предыдущего ряда. И таким образом мы вяжем до конца ряда все 14 раппортов. Закрываем ряд. Опять вводим крючок во вторую воздушную петлю в начале ряда. Заводим петельку на изнаночную сторону. И затем вяжем над этим столбиком столбик без накида и 2 воздушные петли. 1 столбик с накидом над следующим столбиком. И далее мы смотрим, вот у нас идет в середине арочка, вот эта. В нее мы вяжем столбик с накидом. Затем 3 воздушные петли. Опять в эту же арку столбик без накида. 3 воздушные петли. Опять в эту же арку столбик с накидом. И далее закрываем раппорт, вяжем 2 столбика с накидом над столбиками из предыдущего ряда. И далее продолжаем точно так же. В среднюю арку делаем столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с накидом и 2 столбика с накидом над столбиками из предыдущего ряда. И так продолжаем вязать до конца ряда все 14 раппортов. Закрываем ряд, вводим крючок во вторую воздушную петлю и заводим петельку на изнанку. И затем делаем столбик без накида, 2 воздушные петли. И далее столбик с накидом. И далее мы с вами просто повторяем вязание второго ряда, затем вязание третьего ряда и так чередуем их по очереди в высоту, пока у нас не образуется 12 раппортов узора. И продолжаем вязать самостоятельно.
Мы закончили, связали с вами 12 раппортов узора. Мы просто повторяли второй и третий ряд. Давайте сейчас вместе посчитаем. Вот здесь у нас в высоту мы связали с вами 12 раппортов узора. Считаем по кругляшкам, у нас должно получиться 12 раппортов. Вот это 12-й верхний. Также давайте измерим, сколько это в сантиметрах. У меня получилось 32 сантиметра. Далее мы вяжем просто столбиками с накидом, точно так же, как внизу. Итак, первая петелька у нас уже есть. Вторую петлю мы вяжем столбик с накидом. Затем в первую арку вяжем 1 столбик. Во вторую арку 3 столбика с накидом. И в третью арку 1 столбик с накидом. Итого получается 7 петель. Повторяем. 2 столбика с накидом. Первую арку 1 столбик с накидом. Во вторую арку 3 столбика с накидом. И в последнюю арку 1 столбик с накидом. Так продолжаем вязать до конца ряда. Мы закончили, связали все петли. У нас должно получиться 98 петель. Теперь вяжем еще один такой же ряд, просто столбиками с накидом, без рисунка, и тоже 98 петель. Так, мы закончили с вами основное вязание сумки. Отрезаем кончик нити, закрываем последнюю петельку. Вводим крючок во вторую воздушную петлю в первом столбике. Заводим петельку сначала вперед и затем возвращаем ее в середину последнего стежка. И кончик нити прячем внутри петель последнего ряда. Далее мы с вами вяжем ручки для сумки. Оставляем короткий кончик, завязываем узелок, набираем цепочку 6 воздушных петель. Первую петельку пропускаем, начиная со второй петли, вяжем 5 столбиков без накида.
конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем наверх и спрячем его внутри петель второго ряда. Во втором ряду вводим крючок за обе полупетельки и вяжем опять столбиками без накида 5 петель. Лишний кончик нити отрезаем. И далее в третьем ряду точно так же, как во втором ряду, вяжем за обе полупетельки 5 столбиков без накида. Все последующие ряды вяжем точно так же. Всего для длины ручки 60 сантиметров я связала 102 ряда. Мы продолжаем с вами вязать далее самостоятельно. Итак, я связала ручки для сумки. Давайте посмотрим. Вот одна ручка у меня состоит из 102 ряда петель. Кончик нити отрезаем и потом спрячем его уже позади ручки сумки, внутри подкладки. Итого я связала 102 ряда по 5 петель в каждом ряду. Длина ручки получилась 60 сантиметров. И точно такую я связала вторую ручку для сумки. Далее мы с вами шьем подкладку. Давайте посмотрим. Я измеряю высоту сумки. У меня получилось 35 сантиметров. И длину тоже 35 сантиметров. Я беру ткань и вырезаю прямоугольник. Здесь сразу две стороны сумки. Получается 35 плюс 35 – 70 сантиметров. И по 2 сантиметра сверху для подгиба. Итого 74 сантиметра длина прямоугольника. В общем, мы его складываем пополам. И затем будем вот так подгибать 2 сантиметра сверху. И здесь мы тоже оставляем по 1 сантиметру на припуске. И получается у нас 37 сантиметров ширина. Также для ручек я вырезала полоски длиной 66 сантиметров. И ширина примерно 5 сантиметров. Я их вот так подгибаю, прикладываю ручку и прошиваю на швейной машинке. Также можно вручную это сделать. Ручки из ткани и к ним пришиваю ручки вязаные. При этом по краям я оставляю по 3 сантиметра. Вот так я пришила вязаные ручки к ткани и оставила по 3 сантиметра по краям. Точно так же сшила вторую ручку для сумки. Теперь мы берем нашу основную подкладку, складываем ее пополам и прошиваем слева и справа, оставляя 1 сантиметр на швы. Я закончила, прошила слева и справа. И теперь нам нужно пришить ручки к подкладке. Мы берем нашу ручку, прикладываем ее к подкладке вот таким образом. Подкладка у нас пока что еще не вывернута, изнанка смотрит наружу. А ручки сумки мы прикладываем вот так и подгибаем. От края я отступила примерно 7 сантиметров. И затем подкалываю булавками и пришиваю ручку к сумке. Я пришила ручки к сумке. Вторую ручку тоже пришила. Вот такой край у меня получился. Прошила 2 раза. Примерно подгиб был 1 сантиметр.
Теперь подкладку надо вывернуть и вкладываем ее внутрь сумки. Далее нам осталось только пришить подкладку к сумке. Делаю это я по верхнему краю. Можно пришивать вручную, либо на швейной машине. И вот я пришила. Я пришивала на швейной машине. Получилось достаточно аккуратно. Никакую застежку я не стала делать. Можно пришить магнитную кнопку, либо вшить молнию. И вот моя сумочка полностью готова. И вот такая сумка у нас получается. Давайте измерим ее еще раз. У меня получается ширина 35 сантиметров и высота тоже 35 сантиметров. Длина ручек 60 сантиметров. Посмотрите, какой красивый узор у нас получился. Эту сумку можно вязать не только из хлопковой пряжи, также из тонкого полиэфирного шнура, либо из рафии или из джутовой пряжи. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме, мой аккаунт nitka.kz. А я желаю вам приятного вязания, успехов и до новых встреч!